Сегодня я снова пришел в лес. И опять не с пустыми руками. Сегодня планируется испытать новые инструменты, проверить их. Посмотрим, что выйдет. В лесу туман, над снегом туман, потому что воздух, в общем-то, довольно теплый, а снизу снег лежит. И вот такой вот туман. Очень необычная погодка. Провалился в лужу, пока шел, но это не страшно. Вон. Бывают тут лошади. А я иду. Куда ж мне пойти-то? Непонятно. Куда-нибудь пойду. В этот раз моя задача интересная. Буду испытывать инструменты, которыми я до этого не пользовался. Озеро начинает таять. Уже на лед заходить опасно. Опять стреляют там, как они надоели. Вот такой вот туман. Интересные тут места. Сегодня, дорогие друзья, будет обзор таких интересных инструментов, как мачете. Вот маленькая здесь мачете. Это мачете Трамонтино. Я его немножко подточил, потому что изначально оно шло заточенное так себе. Это самый маленький возможный вариант мачете, длина 12 дюймов или иначе около 30 сантиметров вот этого лезвия. Весит оно 300 грамм. 300 грамм. Ручка деревянная. Вот такой вот очень дешевый инструмент. Стоит она около 500 рублей. Ну, в общем, вот такой вот предмет. Но это не единственная мачете, которую я сегодня взял с собой. Вот еще. Это самый большой вариант мачете. Это Трамонтино 26 дюймов, то есть около 60 сантиметров само лезвие. Само лезвие. И вот мы сравним сегодня. О, какая штука. Вот такое вот. Тоже изначально было заточено не наилучшим образом. Сталь углеродистая в обоих случаях. 0,7% углерода. И тут они покрыты лаком. Но я сразу прям все это удалил, весь лак. Потому что при обработке алмазным инструментом
вот этих спусков лак забивается и мешает работе. Эту я заточил несколько похуже, чем вот этот вот вариант, потому что она просто длиннее и больше труда надо. Я затачиваю всегда подобные инструменты без использования электрических точильных установок, всякого рода кругов или гриндеров или еще чего-то, чтобы не допустить перегрева локального кромки. Ну и вручную гораздо можно точнее все это сделать, ничего не завалить никуда. Ну и просто это медитативное занятие интересное. Вот. Вот такие вот два мачете. Почему я их с собой взял? Почему их вообще купил? Ну, причина простая. Дело в том, что довольно скоро я собираюсь вновь отправиться в водный поход. Скорее всего на Селигер, но может быть куда-то еще. Я приобрел всякого рода пилы, силки, бахо. Это чтобы разделывать дрова. Хочется вот не мучиться с этим вопросом, а иметь постоянно источник хороших дров. Ну, а это, во-первых, для того, чтобы рубить такого вот масштаба поросль, камыши, возможно, какую-то помощь эта мачете покажет при разделке рыбы, при отрезании головы, плавников, для раскалывания дров, может быть. При этом это легкие предметы, это, как я уже сказал, 300 грамм, это 520 или 530 грамм. Я ищу рубящие инструменты в пределах до 500-600 грамм, лучше меньше. Ну, для примера, пила Силки Big Boy, она весит 450 грамм. Полотна длиной 76 сантиметров бахо, те весят каждая грамм по 80, по 100. То есть это все легкие, в общем, предметы, но весьма производительные. Вот сейчас мы испытаем мачете, его естественном применении для рубки вот такой вот поросли. Ну, а потом посмотрим, может, попробуем порубить траву, камыш. Вот здесь есть камыш, тут озеро находится. И посмотрим, что из этого лучше. С одной стороны, маленькая, она легкая, компактная. Но вопрос в том, насколько она будет по сравнению с такой эффективна. Насколько это все эргономично, удобно. Потому что раньше я такими инструментами не пользовался. Ну, брал топор иногда, редко. Чаще пилу, ножовку такую, обычную. Конечно, ей далеко до силки. Да и стерлась она уже, затупилась за многие годы. В общем, пришло время обновить парк этих инструментов. Что кто знает, что нас ждет в будущем. Инструменты — это одно из тех приобретений, которое не разочарует, которое поможет в разных вопросах. Будь то гаечный ключ, будь отвертка, болгарка, перфоратор, всякого рода ручные инструменты. Все это полезно. Если наступят тяжелые времена, то эти инструменты помогут нам существовать, как-то поддерживать свое существование, обеспечивать свой быт. А не дай бог придется жить в лесу, то мачете, как и топор, как и пила,
Очень придется, кстати. Кто знает, что будет? Никто не знает. Сегодня с утра, как и в прошлый раз, я ел селедку. Да не простую, а селедку иваси. Это такие маленькие рыбки. Вообще это сардины. Жирная, соленая рыба. Поэтому сейчас, перед тем, как рубить и испытывать эти инструменты, я думаю выпить немного чая по традиции. Чтобы еще после селедки чай — это большое удовольствие. А пилу, кстати, я тоже взял с собой. Думаю, если что увижу, то отпилю. Не без этого. Тот же дуб. Нашел тут, кстати, еще заросли дубов. Очень даже не маленькие. Как я раньше на них не обращал внимания. Ой, попью чайка. Опять же зеленый чай. Зеленый. Прямо из Ташкента. Номер 95. Покупаю на рынке у узбеков. Они уж меня знают. Я прихожу, вам чай? Да. Ну и вот чай. Прямо из Ташкента. Аутентичный. Завариваю его как положено. Вот теперь лучше. Закрываем. Здесь туман. Ну, о, утки. Утки пролетели. Возвращаются они уже на водоем. На водоем. Они возвращаются. Так, ну что ж нам начать? Ну, начнем, пожалуй, с маленькой. Вот, допустим, висячая ветка. Посмотрим, можно ли ее срубить, висячую ветку. Такую. Можно срубить. Если вы помните, в прошлом видео, а может и позапрошлом, я показывал маленький черный топорик. Вот им такой фокус в принципе неплохо. Посмотрим, что более потолще. Не может вот это. Я его подточил немного. Ну, допустим, ну то же самое примерно по толщине. Вот. И так оно не очень в руке тяжелое. Вот, допустим, вот это. Скорость надо придавать достаточно большую. Зона удара где-то вот здесь, вот в этом месте. Это серьезный инструмент. Посмотрим, что нам покажет большой вариант. Большой практик.
несравненно более удобный и для такой цели инструмент, чем маленький топорик с широким. Ну, допустим, вот такая. Конечно, всегда надо смотреть, чтобы режущий, рубящий инструмент, линия его движения не совпадала с частями тела. Потому что, не дай бог, такое. Ну, это уже мне нравится, как оно работает. Сейчас посмотрим, как работает старший брат. А вот и старший брат. Вот, допустим, такое дерево. Такое дерево. Конечно, так и просится на двуручность. Ну, попробуем одной рукой. Вот. Не очень. То ли она, походу, при замахе надо приноровиться. Она туда залезает так. Ну, что тут сказать? Она очень глубоко углубляется в дерево. И при... То ли, может, я не очень умею ей работать, скорее всего, это именно так и есть. Конечно, производительность этой штуки посерьезнее. Приноровиться. Приноровиться к этому. Но, конечно, тяжеловатая она. Для чего она может быть? Чтобы, может быть, рубить вот такие. Ну, можно попробовать, что будет. Хотя я не сторонник рубить подобного рода бревно с помощью мачете. Смотрим, как она в двуручном варианте. Да. Продолжать дальше. Конечно, это не вариант. Перерубить, может, оно и можно, но это будет тяжело, неудобно, всю руку отобьешь. В общем, пока выигрывает вот тот маленький собрат. Хотя, конечно, рубящая сила, естественно, вот у этого очень велика. Что-то там порубить, но лишние 200 грамм. 230 грамм. Посмотрим вот это, например. Вот так, если приноровиться, то сила большая. Наверняка ей хорошо рубить камыши, потому что она длинная. Площадочку. Но
тонкие, опять же, вот такие, она рубит несколько хуже. Несколько хуже она их рубит. Потому что скорость у нее меньше. Она более медленная. Или ей надо вообще вот. Ну, конечно, рука. Вот я сделал темляк. Не знаю, пока, конечно, пока выигрывает маленькая мачете. Ну, это я так сильно не точил, но где точил, в принципе, оно острое. Вот темляк такой. Посмотрим, с небольшой, когда скоростью, если. Вот, и она застревает. Она застревает. И гнется она на лету. Вот так. Ну, хотя, с другой стороны, смотреть, чем бить. Если бить вот этой частью, хороший, мощный инструмент. Посмотрим, как оно проявит себя на камышах. Ну а это для порядка можно попробовать порубить им. Послабее, конечно, рубящее свойство, чем у вот этой вот. Конечно, вот, допустим, ну, в принципе, такое же срубить, как и этой. Не знаю, пока выигрывает маленький. Что ж, попробую каково этой штукой порубить камыши. Вот этим камыши хорошо рубить, без сомнения. Вот такой вот она оставляет срез на камыше. Посмотрим маленький. Все камыши уж порубил, что почти. Разница небольшая. Здесь недосягаемо. Ну, естественно, она длиннее. Тонкие ветви ей нормально рубить, вот той хуже. Ну, конечно, такая норовит из руки выскользнуть. Надо делать, видимо, тоже темляк какой-то, чтобы она не могла из руки выскочить. Траву тоже вон
рубит. Но это она довольно острая. Ну как можно вам показать ее остроту? Ну вот на камыше. Вот так. Посмотрим, что способна вторая. Кусок камыша. Кстати, она уже начала, ручка ее разбалтываться. И видно, что потупее. Вот только тут более-менее. Вот тут уже. Ну тоже так. То есть вот это слегка поострее. Вот я ей чуть-чуть побил, она входит сильно. Ручка уже начала вот эта пластиковая чуть-чуть расходиться. Посмотрим, как можно с помощью мачете этого рубить траву. Можно, но нужно ли это? Теперь посмотрим маленькое. Пока вот это вот выигрывает по всем параметрам. Может быть, я просто еще не понял, для чего нужно большое. Рубить им, собственно, дерево какое-то я не собираюсь. Для всех остальных целей, наверное, больше пойдет вот этот вот инструмент. Может быть, надо сделать темляк, ручку как-то чего-то, но в общем пока я считаю, что этот тот выигрывает. Вот можно им обтесать какую-то палочку. Пока выигрывает маленький вариант. Но я не хочу делать очень таких преждевременных выводов. Может быть, и большой будет эффективен. Незаменим для чего-то. Все это познается только на опыте. Еще ж какой вывод-то можно сделать по поводу мачете? Большой вариант. Тяжелая, здоровая, отдает в руку сильно, завязает, даже в тонких, в общем-то. Наверное, очень хорошо для рубления травянистой какой-то растительности, типа вот камышей.
более удобно. Для всего остального, судя по всему, оно менее удобно. Поскольку оно сделано из углеродистой стали, то оно наверняка будет ржаветь. Это не так страшно. Я убираю. Что касается маленького мачете, его можно еще получше подзаточить. Ну и так оно довольно-таки острое. Очень удобно, компактное, маленькое, легкое, в руку вроде не отдается. Так, хочу завязать его, чтобы оно никуда не смещалось и не вылазило. Я его завяжу, привяжу. Вот так вот. Так вот. Сюда вот. Убирается, завязывается. Что касается маленького, эта вещь мне понравилась. В принципе, срубить вот такого, ну я ж не говорю про вот такое вот. Никакой проблемы не представляет. Можно какие-то незначительные резательные работы делать. Наделать колышков, каких-то еще вот из палочек, что-то такое мощное. Отрубить голову от рыбы, плавники поотрезать. Возможно, ей можно и раскалывать вот так вот вдоль. Как это называется? Батонинг производить. Но это надо найти какой-то пенек, что-то такое. Ну, я убежден, что можно и расколоть. Вон, без даже дополнительного. Вот так вот вдоль палочку. Можно и больше, наверное. Я не знаю, попробую потом на пеньке на каком-нибудь. В принципе, если я и буду раскалывать пеньки, то вот такого диаметра. Мне, в принципе, это не нужно. Печь я топлю, как правило, еловыми, сосновыми там, и прочими ветками толщиной 4-5 сантиметров. В костер я кладу цельные бревна, вот такие, например. Тут пила однозначно выигрывает. Рубить, конечно, я не буду ни этим, ни топором. Зачем, когда есть пила? 300 грамм это вес такой же, как у черного топорика. То есть ей, вот этой вот штучке, надо соревноваться с черным топориком. В этом плане наверняка его способность раскалывать пенек более выражена. Но вот на весу что-то срубить, вот так вот, веточку, вот. То есть, проходя через заросли какие-то, срубить вот так вот, тем топориком не выйдет. Он именно вот из-за того, что у него обух достаточно широкий,
он для другого предназначен. Он именно расклинивает сильно. То есть им колоть хорошо. Но поскольку рубить ветки мне, наверное, более важная задача, чем раскалывать пеньки, то вот это выигрывает. Ну и еще такой момент есть. Тот топорик, он очень представляет историческую, так сказать, ценность. Он еще 19 века производства. Старинный топор. На нем есть эмблема кузнеца, какие-то надписи практически нечитаемые. И такой потерять, или чтобы, не дай бог, где-то изъяли его, то очень будет обидно. А это, ну, тоже будет обидно, но совсем не настолько сильно обидно. Конечно, я не могу сказать, что я много и рубил, чтобы какие-то вот окончательные делать выводы. Но уже предварительные, первоначальные соображения есть. Эта штука полезная для того, чтобы нарубать вот такого рода поросль. Легкая, удобная, рука не особо устает от нее. То есть для всех тех задач, кроме, возможно, рубки камыша или травы вот такой вот мягкой, то есть длинная, она для травянистой растительности, для камыша, для травы, вот длинная. Еще есть такая задача, как рубка лапника. Редко я лапник рублю, но может и пригодится когда-нибудь. Тут, с одной стороны, это позволит достать высоко, но с другой стороны, все время над головой там махать и среди, как бы, под елкой, где там много ветвей, наверное, опять же, вот эта маленькая мачете выигрывает. Сильного удара там не надо. Ну а порубить камыши, особенно с лодки, не знаю. Лодки здесь нет. Может быть, длинная будет предпочтительно. Естественно, с собой возьму только какую-то одну. Но вот сейчас, по результату вот этого выхода небольшого в лес, я склоняюсь все же к маленькому варианту. Есть еще, в принципе, в линейке этих мачете, есть чуть более длинная и с расширением, так называемый вариант боло мачете. Может быть, оно будет в себе сочетать и удобство, и, в общем, скоростные характеристики вот этой вот штучки, плюс повышенную рубящую способность, характерную для большого мачете. Может быть, есть смысл вот это боло мачете попробовать. Но, опять же, мне не требуется очень сильная рубящая способность. Для этого у меня есть пила, для того, чтобы разделять крупные какие-то бревна. А срубить какое-то небольшое деревце можно и вот этим вот вполне. Особенно если еще его получше подточить. Оно сейчас еще вот не бреет волоски, но может и бреет. Ну, в общем, на таком уровне. Я его точил алмазным инструментом, потому что, я вам скажу, когда оно поставляется, тут практически, заострения нет. Его явно вот так вот пару раз провели, а круг большого диаметра. Поэтому, если присмотреться, вот этот спуск, вот только что купленного мачете, имеет слегка вогнутый профиль.
это для рубящего инструмента нехорошо. Для рубящего инструмента лучше наоборот, когда профиль такой линзовидный, выпуклый. Для ножа лучше, когда плоский спуск, треугольный. Вот, поэтому мне пришлось переточить ее. А это закаленная сталь углеродистая. Точил алмазным надфилем. Твердая сталь, надфиль сильно стерся. Но я вывел этот спуск до нужной формы. То же самое там. Может быть, конечно, в меньшей степени, но вот эту она покороче, поэтому я ее получше заточил. А камень еще я ее не точил. Возможно, если ее сильно наточить, она будет еще более эффективна по рублению вот таких вот тоненьких. Конечно, до такой степени, чтобы там волос падал и разрезался, вряд ли я ее когда-либо вообще наточу. Потому что и материал не тот, и навыка у меня такого нет, и камней, и ничего. Но вот, чтобы так вот использовать как инвентарь для рубки деревьев 2-3 сантиметра, таких вполне. Вот такой вот лес. Возвращаюсь, сделав определенные выводы относительно мачете. Вон ворона, черная птица. Она знает.